Не были готовы к тому, что будет война. Була у вас тривожна валізка? Я вижу, он скидывает бомбы прямо возле церкви. Уже воды не стало, когда 2 марта. Пуля летит. Настолько страшно стало. Лежат трупы. Чому так? Стекла все вылетели. Ваш найжахливіший спогад який? Погиб Витя, Лизин брат. Ліза, Толік, я дякую вам дуже, що ви погодилися на це. Ви з Маріуполя приїхали, і ми знаємо, що 24 лютого Маріуполь – це одне з перших міст, яке взагалі прийняло на себе удар, хоча по всій Україні приїхали українці, і всі, знаєте, в кожного є своя історія, як вони зустріли 24 лютого ранок, 5 ранку, я знаю, що у вас перший вибух саме в Маріуполі пролунав 5:37 ранку. Розкажіть, будь ласка, де ви були, як це сталося, чи очікували ви взагалі, що буде війна, і як ви думали, і як ви взагалі були? Моя жена Лиза была в Мариуполе, я был в этот момент в городе Ирпень под Киевом на сессии в семинарии. И в ту ночь лег где-то 4 утра почти, даже ничего не думая, не подозревая, хотя уже за несколько дней, даже может за неделю уже такие были, как можно сказать, предпосылки, что что-то будет уже, что уже ситуация настолько накалилась сильно, что казалось бы, уже будет неизбежно, был просто вопрос времени, когда. В глубине души нам этого, конечно, не хотелось, чтобы это произошло. Мы верили, что может как-то все успокоится, все будет хорошо. И вот ту ночь, помню, лег в 4 утра где-то, потому что готовился к тесту. И вот где-то примерно в 6 утра разбудили всех там. Просто одним словом война. И все начали там немножко так суетиться, паниковать. Сразу мы первым делом пошли помолиться все вместе в нашу столовую общую. И сразу начали думать уже, как ехать, будем добираться домой до своих семей, потому что было много людей. И мы чудом выехали оттуда, потому что уже автобусы и машины были очень большие пробки. На выезд с Ирпеня и из Киева тоже были и по Киеву тоже были прилеты, там рядом аэропорт Борисполь начали бомбить. И вот где-то примерно в 6 утра, в 7 утра уже тоже были прилеты прямо вот рядом там. И вот сразу взял билет последний, можно сказать, на последний поезд в Мариуполь домой, потому что как там оставалась жена моя и все родные наши в Мариуполе. И электричкой добрались до Киева, метро уже тогда не ходило, не работало, мы пешком там шли, по-моему, с какой-то станции, с Академгородка до вокзала шли пешком. Как встретить, это как у меня было. Наскільки я знаю, що ти була, Ліза, вагітна в той час, розкажи свою історію, як ти зустріла, як ти я, получается, 24-го утром проснулась, и я работала в аптеке вообще, и мы решали коллективом конкретно, пойдем мы работать, не пойдем, потому что нужно было что-то думать. И я говорю, давайте пойдем, потому что если мы сейчас не пойдем, мы просто, не спасем жизни людей. И мы пошли, и я помню, я беременная, у нас просто аптека ходуном ходит, летают самолеты, я хожу просто... Я извиняюсь. Ничего. Добре. Просто по новой, как проживать, честно. Я просто хожу по аптеке и твердю себя, Боже, я нужна этим людям, я должна их спасти. И многие люди приходили, говорят, вы спасите, говорят, у нас просто нет лекарств, говорят, и на колоссальные суммы скуплялись и говорили, что помогите нам, потому что мы хотим жить. И я понимаю, что я должна ради этих людей просто работать. У нас единственная аптека работала по городу. Наша сеть больше ничего не работала. Потому что я понимала, что я нужна этим людям, и мы до последнего работали. Впоследствии я узнала, что мою аптеку полностью вынесли все лекарства, все абсолютно вынесли. Там форму мою и все, что было. Скільки днів ти ще працювала після? Я работала 24 февраля и 25-го. Потом мы уже не работали, потому что наше руководство сказало уже не выходить на работу.
Угу. Тобто в перші дні війни вже люди приходили з важкими пораненнями, так? І просили ліки? Они больше приходили, потому что у них не было запасов. Люди не были готовы к тому, что будет война. И многие просто, у кого сердечно-сосудистые заболевания, у кого хронические заболевания, они просто брали очень много лекарств, потому что у них не было запасов. Угу. От ще таке питання, чи була у вас тривожна валізка готова? Тому що президент казав, тривожна валізка. Ну, ніхто не вірив, що це буде. І, наприклад, в мене не було тривожної валізки, коли це все почалося. Ну, як у вас була, чи не було? Чи ви навіть не могли теж собі уявити, що таке буде? Ну, было тревожно, но мы немного, наш город, как и в 2014-м, но мы чуть-чуть так закаленные в плане этом, потому что мы часто слышали выстрелы за городом. У нас бывал дом ходил ходуном, я с родителями когда жила, но мы как-то к этому были более так приспособленные, можно так сказать. Ну да, просто первым делом, вот, когда мы были вот в Киеве, там, ну, когда лично я там войну застал, то как-то сразу такая как паника по городу, чуть такой хаос. Очень много людей хочет уехать, как бы все бегают, суетятся. На банкоматы очередь очень огромная, в магазины огромная очередь, в аптеке и так далее. То есть, ну, мы так сильно прям не думали, что нам пригодится наша эта вализка. Мы уже собрали ее, наверное, чуть попозже, как уже в начале марта. Уже конкретно хотя бы самое необходимое было при нас. А там что остальное, все, оно, может, чуть попозже розкажемо, оно все как бы. Добре, а як ти потрапив додому? Як зустріч ваша, як відбулася? І чому ви вирішили залишатися в Маріуполі, а не виїхати одразу, коли перші тільки прильоти були? Ну, прилеты были по Мариуполю не на утро, а уже ночью мне прислали видео, где уже в поселке Сартана люди уже сидели в подвалах, где-то час-два ночи уже было. То есть по окраинам уже как бы стреляли, ночью еще начинали. И как я добрался, ну, уже говорю, успел, как можно сказать, в последние минуты успел взять билет. Я должен был 25-го выезжать, как бы уже билет был. Но быстро тот сдал, быстро по интернету взял билет, чтобы ехать домой. И поездом мы ехали, поезд опоздал часа, наверное, на 3, на 4, постоянно останавливался где-то в поле, потому что, не знаю, там сирены вот эти, ну, тревоги, в общем, воздушные уже тогда начинались. Ну, и мы приехали, я приехал, когда в Мариуполь, уже очень много было, как сказать, очередей на банкоматы, там, в аптеки, магазины и так далее. Добрался еще на автобусе, еще, в принципе, Мариуполь, еще, как бы сказать, паника немного была, но такого ужаса, что он застал, как бы, до 1-2 марта еще, в принципе, можно было жить, ну, как более-менее нормально, не было таких последствий. Еще был не во всех районах города, но еще был свет, был газ, была вода, интернет, связь, все это было где-то до 1-2 марта. То есть я приехал, Лиза как раз в тот день работала, я приехал, взял машину, мне, получается, там дядя Лиза ее заправил, хорошо, что заправил, потому что на заправках тоже уже мало топлива оставалось. Забрал машину, забрал ее с работы, мы поехали, мы жили на окраине города, мы забрали там самые необходимые такие вещи, там документы, такое все, что у нас было. И так решили поехать до моей мамы, она жила в центре города, подумали, так будет безопаснее. И у нас тем более там не было уже ни света не было, ни воды не было уже как бы на окраинах. Подумали, так будет безопаснее. Почему не уезжали? Потому что как-то вот, мы не верили до последнего, что именно так будет все. Как мы думали, да, война, думали, может, немножко пострелять, немножко где-то попадают снаряды по окраинам, как это было в 2014 году, в 2015, и можно успокоиться. Но не думали, не ожидали, поэтому, наверное, решили остаться. А многие наши верующие уезжали, мы просто не знали, куда именно нам ехать. Как бы был большой как бы поток этих, кто бежал из Мариуполя, колоннами целыми выезжали, и мы просто не знали, куда нам ехать, как, что, где дальше. Думали, пересидим, может, все будет хорошо. Так как-то и оставались в Мариуполе. Угу.
Дивіться, а чи був у вас якийсь коннекшн з церквою? Чи зв'язалися ви з церквою, з пастирами? Чи було розуміння з церковної точки зору? Чи ви були як окремо, з батьками тільки? Тому що я знаю потім і з сусідами, всі люди єдналися, коли вже їжі, я знаю, що було менші запаси. Як у вас в цьому випадку було? У нас связь была, я же говорю, связь еще оставалась до 1-го, до 2 марта. До 1 числа, так. Нет, даже до 2-го уже еще все было. У нас церковная группа есть, мы переписались, кто где находится, кто, чтобы знать хотя бы, знать, где кого искать. И списались так, кто-то написал, что будет уезжать, кто-то семьями объединялся, и они колоннами выезжали из города. Но мы, я же говорю, мы не думали, что так оно все будет, и мы оставались. У нас, в принципе, в центре города были все коммуникации, мы нормально себя чувствовали. Еда была, магазины работали, но уже было мало продуктов оставалось. Отстаивали большие очереди, помню, по 3-4 часа стояли в очереди за хлебом. Чуть позже уже, стали, то уже когда ближе к середине марта, стали там уже с соседями кооперироваться друг с другом, друг другу помогать. Еда у нас, в принципе, еще была, достаточно было нам прожить где-то, может, полмесяца, месяц, где-то. В этом плане люди, что мне нравилось, люди, у них нет ни света, ни газа, ни воды, ни тепла, ничего. И они выходили, на кострах еду делали, друг с другом общались. И даже несмотря на то, что война на дворе, снаряды падают, а люди... Да, воду из снега люди брали, да. Потому что нечего было пить. Мы ее в ведро поставили, дождевая вода. Мы дождевой воды набрали как раз когда уже воды не стало, когда 2 марта, как раз дождь пошел, и все люди повыходили, кто с бутылками, кто с ведрами, кто с кастрюлями набирать воду, хоть чтобы что-то было. Так набрать для себя, пусть будет лучше, на всякий случай. Як 1 березня офіційно почалась блокада Маріуполя, і 2-го відключили зв'язок повністю. Як ви підтримували після того зв'язок, і які дії ваші були наступними? Мы оставались так, мои мамы там были, потому что понимали, что ехать нам домой смысла нет. И когда 2 марта, 1-го еще все было вроде, 2 марта уже резко так все пропало сразу. И газ, и свет, и вода, и связь, и интернет, все перестало. И тогда мы начали думать, что делать дальше. Как-то мы помолились, легли спать, потому что комендантский час был, даже в 5 вечера уже начинался. И мы легли спать, помолились. Я еще должен был, я работал в заводе Ильича металлургический. Нас там распределили по сменам, по суткам. Я должен был уходить в 3 марта на сутки, но я связался с своим руководством еще 1 числа, сказал, что делать, выходить нет. Он сказал, смотри, как ты решишь, как хочешь. Хочешь, выходи. Тогда, как говорится, бензин был на вес золота, так ездить туда-сюда нет. Я решил остаться дома, чтобы нет. И остался дома. Как дальше наши действия происходили. 2 марта все, 3-го мы так смотрим, люди там сидят, как-то чуть в страхе уже ничего нет, уже начинали еду на кострах готовить, и все. Прилетел во двор. Да, и уже 4 от марта, что запомнил, уже стали прилеты быть по центру города как раз, уже стали конкретно город обстреливать весь, уже не только окраины, но уже и весь. И 4 марта, как раз мы ровно в 6 утра, я запомнил, как раз возле нашего дома, наш дом обстреляли, и близлежащие дома тоже. Тогда мы увидели первые трупы, как были уже, все, уже люди лежали мертвые, не могли ни скорую, не вызвать, ничего. И мы тогда так смотрим, очень много было сгоревших машин. Наша машина чудом осталась цела, только 1 осколок попал в багажник. Многие дома пострадали от обстрелов, у наших верующих тоже в первые дни войны поприлетали снаряды, некоторые дотла сгорели. И 4 марта как раз дядя Лизин приехал к нам. Они сидели на левом берегу, церковь у нас Левобережная, Христа Спасителя. Они сидели на левом берегу, и он предложил нам выехать туда. Там было гораздо опаснее, чем в центре. С верующими вместе держаться.
молиться, как бы, и был такой разговор, что там организовывались колонны на выезд из города. Тогда уже 3 марта, может быть, мы уже думали реально уже выезжать, потому что было очень-очень опасно уже оставаться, но уже просто не могли потом. И мы, получается, поехали туда, и пастырь той церкви, мы сами из церкви Вифания, пастырь той церкви, он как бы ждал, когда придет известие о колонне, которая выехала 2 марта. Она, как бы сказать, затерялась. От нее не было известий и дня 3 или 4, вообще не было ничего слышно. Потом только появились известия, и он, как сказать, нам сказал, лучше оставаться в церкви нам. И мы, короче, в церкви там оставались до 13 марта. Мы оставались, и при первой возможности мы уже выезжали. Когда потом организовали колоннами, ну, все-таки тоже было опасно, но как бы понимали, что дальше оставаться будет, наверное, не менее опаснее, чем сейчас выехать. У нас каждый час была молитва в церкви, вместе собирались, молились, пели песни. Как бы такая атмосфера была такая немного как ковчега, да? Где как бы вокруг бури, волны, а мы как-то сидим и нам как-то и спокойно ложимся спать. Где-то слышим, прилетают снаряды, авиабомбы падают, а не знаю. Мы толком вообще не спали. Вот ты спишь, ты понимаешь, вот в любой момент сейчас прилетит. Ты спали буквально в одежде, документы вот при себе держали, потому что в любой момент просто вот прилетит в нашу церковь. У нас сколько, 150, да, где-то человек? Да, поначалу в церкви было где-то до 100 человек, потом люди приходили, другие верующие присоединялись. Потом стали соседи приходить, потом сделали из скважины, качали воду и раздавали людям, которые приходили за водой. Так, ездили, добывали провизию для церкви. Было 2 генератора, один дизельный, другой бензиновый. Ездили, добывали оставшийся бензин на заправках. Где-то, возможно, было просили у других людей, чтобы жертвовали бензин и дизель. Как бы за счет этого как бы было хоть какое-то тепло элементарное, как-то же могли жить. Было что покушать, кушали 1-2 раза в день. Как бы, ну, хватало, в принципе. Все, кто там находился, все посносили свои запасы продуктов. Мы тоже там что-то привезли. И вот это вот, когда был обстрел города, уже тогда начинали выносить магазины, стали разбивать витрины, все выносили. И такую картину, такую жуткую, как апокалипсис какой-то. Люди уже как некоторые брали необходимое, реально еду, что такое нужно, дрова, может. Но некоторые брали, мы видели такую картину, как некоторые несут там унитаз, несут там, к примеру, плазменный телевизор, выносят магазин электроинструментов, ювелирные какие-то, что остались, выносили. Да, это все было, как бы люди брали, что только придется. И, ну, мы, получается, где жили вот у моей мамы, там был супермаркет Чирикум, и хозяин магазина пришел и сказал, берите, что хотите, кому что достанется. И жители местные, ну, нормально, брали еду себе, мы тоже себе взяли, что досталось. Ну, там уже оставалось такое. Картошку взяли. Мешок картошки повезло взять, ну, там конфеты такое осталось, чаи, кофе, сладости, печенье где-то такое, ну, хоть что-то. Он как бы разрешил, берите все, кроме алкоголя. Ну, и после, вот, наверное, этого уже как бы началось, как говорится, выживание в Мариуполе. Как бы нет ничего, ни гуманитарных коридоров нет, провизии никакой нет. Связи нет, мы как вообще, бы, да, ни полиция, ни пожарные станции, ни скорая, ничего не работает. И вот люди начали как-то выживать. Едешь по городу, смотришь, там лежат люди раненые, лежат трупы, как бы ты уже не считаешь, сколько их там лежит. Как бы, ну, такую чуть жуть пришлось, ну, посмотреть. Ну. Я помню, мы когда сидели в церкви, даже вот у нас маленькие дети, вот буквально по звуку слышали звук, они все знали, что надо падать на пол, закрывать ушки и знали, как себя вести. То есть не было такого, что я не буду или что-то еще. Помню, я шла по ступенькам, у нас 3-этажная церковь, и вижу, летит самолет. А самолет, ну, это все знали, что это просто вот
если он летит, это значит, что-то будет, потому что он просто так не летает. И он летит, и я вижу, он скидывает бомбы прямо возле церкви. Такая волна была, что везде осколки, все, ну, стекла все вылетели. Вот. И я помню еще, когда нашу церковь начали бомбить, то нам наш пастырь, он говорит: женщины, дети, за мной. И у нас второй подвал был, мы бежали через улицу. И мы бежим, и нам, ну, потому что у нас здание вот так трусится, очень страшно было. А еще помню, во дворе церкви военные начали перестреливаться. И прям во дворе церкви. И мы бежим, и там дети, женщины, мы прям бежим по улице и кричим, потому что страшно, молимся. Вот. И я бегу, и тут вижу, пуля летит. Настолько страшно стало, я в то ребенка какого-то 12-летнего схватила, я говорю: Боже, спаси, страшно. И мы забегаем в подвал, и все вот просто вот в кучу падаем, потому что, ну, не были разбираться, кто там. Я помню, я беременная была, мне еще, и помню, мне нельзя было тяжело, потому что я схватила этого ребенка как своего родного и просто вот побежала, чтобы спасти его. Вот. Коли ви бачили всі ті жахи, які відбувалися, чи яке у вас було духовний ваш стан? Чи були у вас якісь питання до Бога? Ну, чому так? Що відбувається? Яка атмосфера взагалі була в церкві? Ну, как бы не было, наверное, ну, лишь у меня такого, что вот как-то Бога обвинял, что это все так случилось, произошло. Понимали, что и раз реально Господь это допустил, значит, для чего-то это нужно. Не знали до конца зачем. И обстановка в церкви была такая, ну, что люди реально молились, когда были очень сильные обстрелы, когда, помню, всю ночь не спали мы. Мы все время молились, потому что пастырь, да, нам говорил, что мы живем одним часом. И вот просто вот все детки, все знали молитву «Отче наш», все молились. Особенно, когда бомбили сильно. Да, вопросов как бы и претензий к Богу не было. Понимали, что все равно Господь над всем. Как бы и рано или поздно все равно это ужас этот закончится. Как бы многие моменты нам реально открылись. Состояние такое было в некоторых моментах, когда я попадал там, с дядей Лизаным ездили там в город, выезжали и попали под обстрел. Да, легли на землю, ну, прям где снаряды прям рядом падали, и мы не знали, выживем ли мы вообще или нет. Тогда было такое состояние, что может прилетит, и я просто молюсь Богу как-то, даже тогда был готов, что вот, может заберет меня, не знаю. Как бы, и я думаю, что вот у всех, кто находился там, даже вот, кто оставался в Мариуполе, тогда у многих было такое состояние, что многие были вот готовы, что сейчас вот их Господь заберет. Так, что делали? Ну, сильно, говорю, не унывали, молились много, как бы пели песни. Ну, как-то потихоньку жили. Как-то хватало, и еды хватало на всех, и вода была. В этом плані нормально. Тобто ви жили в церкві до 13 березня, так, я розумію? Ну, да. Що сталося з вашим житлом, з вашою квартирою, будинком? На тот момент, когда мы выезжали, мы не знали вообще, что происходит ни в городе, ни в мире. Ну, хочу добавить один такой момент. Вот у нас связь пропала, у нас был Киевстар. А у одного там парня с нашей церкви каким-то чудом словила связь. Там 2 полосочки где-то, 3 может, Водафон. И вот просто реально, вот у кого был Водафон, не у всех была связь. У кого была, и он получалось, это где-то 7 или 8 марта только получилась связь наладить кое-как. И он раздавал всем интернет, и все сидели на его Wi-Fi. И как-то выходили на связь, смотрели, что происходит. Но у многих, у кого не было связи, не было возможности, как с нами связаться и так далее. Мы отписывались всем, что мы живы и так далее. Мы не знали тогда, что происходило с нашими родными. Как бы вот родители Лизы, с семьей они были у себя там на районе. Я последний раз к нам домой поехал 8 марта.
там забрал пару каких-то вещей, такое самое необходимое, медикаменты, что были дома, еду все забрал, что было дома. Ну, внутри было такое чувство у меня, что я, наверное, вернусь еще, что выкинул, пошел мусор, опустошил холодильник, выключил счетчик, чтобы не, если свет подадут, чтобы не это. Ну, как-то такой немножко внутри оптимизм был, что вернемся еще сюда. И все, и уехали. И тоже попали под обстрел, когда по воду мы там поехали с одним братом. И мы выехали, и спустя время узнали, что наше жилье, где жили мы с моей женой Лизой, что оно все сгорело. Потом узнали, что где мама жила моя, там где мы в центре города сидели, что тоже весь дом сгорел. Как бы, ну сейчас вот там Мариуполь оккупирован, и сейчас уже этих домов даже уже нет, их все посносили. Так что даже, я же говорю, нашему ребенку даже негде показать, где его родители росли, если мы когда-нибудь туда поедем. Как-то так. Мы не знали, вот единственное, что мы не знали, что происходило с Лизными родителями и семьей всей. Они оставались в Мариуполе еще. Оставались там у себя на районе сети. Мы увидели, что я когда ездил последний раз к нам домой, я заезжал к ним. Они были дома, попал снаряд, пробил стену и крышу. Но с домом было все нормально. Мы уехали, выезжали мы только в сторону уже туда, в сторону ДНР, России. В сторону Украины в тот момент, когда мы выезжали, уже не было возможности выехать. Та колонна организовалась, и мы уже при первой возможности выехали туда. Ви виїжджали тільки двоє, чи ви змогли забрати ваших батьків, рідних? Не, мы выезжали, получается, колонной из церкви, кто организовались, 70 человек. Наша первая колонна выезжала. В основном женщины и дети. Ну да, их В приоритете, да, было. Мы решили выехать, потому что уже невозможно было находиться. У нас наша церковь, уже начали церковь бомбить, уже не 3 этажа, а 1 этаж остался. И нам нужно было уже выезжать, потому что опасно было очень оставаться там. Вот. Как выезжали, расскажи. Ну, выезжали, да, организовались колоннами. Многие машины у нас, так сказать, были повреждены, у кого во дворе церкви стояла. Наша, опять же, чудом просто уцелела. Реально Божье чудо, потому что один осколок только в крышу прилетел, пробил крышу. Буквально за метр до моей машины осталась, была еще одна. Она была вся обстрелянная полностью, ни колес, ничего. Как бы многие были машины обстреляны. Люди выезжали без лобовых стекол. Люди выезжали с пробитыми колесами. Ну, хоть как-то бы выехать, как выезжали. Почему были обстрелы? Потому что где-то, наверное, числа 9 или 10 уже к нам в церковь зашли, как сказать, представители той власти, которая сейчас находится там в Мариуполе. Солдаты, вот эти, которые только начинали заходить в город, проверяли все документы, искали тоже военных украинских. Как бы, видят, что мы все гражданские, как бы, они проверили і ушли. Розкажіть, будь ласка, як ви виїжджали і як у вас було спілкування з військовими на блокпостах? Тому що я розумію, що ви виїжджали через російські блокпости в сторону Росії, так? Да, мы, получается, уже когда возможность появилась нам вместе собраться, выезжать, организовались колонной. Машины уже были в состоянии, сели в машины. И выезжали уже в сторону там ДНР, Новоазовска. Проехали, только вы отъехали от церкви, как бы был такой небольшой их блокпост, можно так сказать, где они уже начинали заходить в город, где захватывать. И вот там проверяли всех мужчин отдельно, всех женщин отдельно. Мужчин проверяли татуировки, потому что они искали военных. Ну, у них такое мнение бытует, что, вот, что военные, там особенно военные Азова, носят татуировки. Как бы они искали азовцев. Мы всех проверяли. Мы проверили всех.
и поехали мы дальше. Едем дальше, и уже там чуть дальше опять нас проверяют. Проверка, все вещи, проверяли все вещи, телефоны наши. Начали уже вопрос задавать, есть ли там знакомые кто-то среди украинских военных, там, кто служит ваши, кто... Да, открывают карту, покажите, где стоит украинская техника военная. То есть, ну, а мы говорим, как мы сидели в подвалах, ну, мы не знаем, где оно что стоит. Да, чуть дальше мы отъехали еще от того места, это сейчас будет место фильтрации, там в их поселке Безыменном. И там уже этой фильтрации мы провели где-то 8 часов в общей сложности, но это еще, как сказать, мало. Люди, которые позже выезжали из Мариуполя, все должны были через эту фильтрацию проехать. Ну, не только из Мариуполя, из других городов, сел. И у них фильтрация занимала там дня 3-4, неделю, 2 недели люди вот так жили в машинах, чтобы... Что она из себя представляет? Полностью они проверяют телефоны твои, контакты, все переписки, все соцсети твои, все фотографии, что ты делал, допрос устраивают, отпечатки пальцев берут. Как бы, ну вот, что себя представляет эта фильтрация. Нас всех проверили. И мы потом поехали. Чоловіків і жінок окремо перевіряли? Ну, там как-то все вместе заходили, такие палатки, и мы заходили, и все Да, вместе. там человек, сколько, 10 сидит, да? По 10, да, человек 10 И сидит. ты к там. каждому подходишь, и каждый задает определенные вопросы. Кто-то телефон смотрит, кто-то с тобой общается, кто-то там фотографирует. Які питання були? Всех и не вспомнишь, что было. Ну, такие вопросы были. Ну, в основном, самое главное, что кто вы, откуда, возраст, образование, служил ли в армии, ну, это мужчина. Родственники, друзья военные. Да. Как бы что еще? Спрашивали, есть ли у вас данные о местонахождении украинской техники или военных и так далее. Вот такие в основном были вопросы, моменты. Потом поехали мы в Новоазовскую церковь, и там провели нашу первую ночь, когда выехали. Как бы приехали мы очень поздно, почти в 3 ночи или в 4. Да, нас положили в церковь прямо на сцене. И это была наша такая первая ночь, спокойная, когда мы могли Да, поспать что не и бомбят. не стреляли. И в 7 утра вылетает их самолет, и когда мы даже содрогнулись немного, что как бы только начинали это привыкать, что тишина, идут с самолета, у нас с самолетом немножко такая ассоциация, что сейчас будут бомбить. А там прямо рядом низко над церковью прям вылетел самолет их и летел в сторону Мариуполя. Ну, понятно, что не с благими намерениями, а скидывать авиабомбы. Ну, то как-то так выехали, и в следующий же день мы поехали. Выехали туда к родным нашим, которые жили в России уже. Там провели чуть больше месяца, почти 2 месяца. И потом уже приехали сюда. Как бы тоже такой момент, что с одной стороны думали мы не выезжать этим путем, не хотели. Но потом мы выехали, когда уже в Европу и так далее, мы только поняли, осознали, что если бы мы поехали в один из городов Украины, например, я бы не смог бы за территорию страны выехать, оставался бы там. Но как-то так вот у нас такой путь, что мы выехали в эту сторону, и мы уже потом выезжали машиной через Прибалтику, ехали Эстония, Латвия, Литва, Польша, Чехия, Германия. И из Германии мы уже прилетіли сюди. Добре. А розкажіть, будь ласка, ваш найжахливіший спогад, який ви маєте? Ну, именно период, что мы пережили из войны, Угу. больше даже, как сказать, не было, может, так жалко те здания, машины и так далее, дома, как жизни людей. Понимали, что рано или поздно все равно можно все восстановить, все отстроить. Как бы у нас город был так очень красивый, последние лет 5 очень хорошо восстанавливали, красиво сделали. И много приезжало людей, которые, ну, реально, которым Мариуполь очень нравился, и нам он очень нравился. Как бы такой уже становился более похож на европейский город, такой красивый.
Ну вот, этого не стало в какой-то момент. Ну, я говорю, самое вот печальное, самое, что ужасно, наверное, что это жизни людей столько забрало. Просто людей уже не вернешь, к сожалению. Многие остались сиротами, дети. Многие жены остались вдовами, мужья тоже теряли своих жен. С нашей церкви тоже несколько человек погибли. Ну, наверное, один из таких, может, не очень таких приятных дней был, когда мы узнали уже спустя через неделю, как выехали, что связи ж не было никакой, наших родных, вот что погиб Витя, Лизин брат. И мы, честно говоря, я не поверил вообще, что это. Потому что это как бы было шоком реально для нас. Мы не думали даже, что такое может быть. И вот нам как-то через 3-4 уста это нам дошла весть. Мы стали спрашивать, откуда информация, кто видел, кто слышал. Потом уже через некоторое время мы узнали действительно, к сожалению, что это правда, что наш пастырь нашей церкви, который оставался там в Мариуполе до последнего, до конца марта, что он помогал тем людям, которые остались, что он сказал, что это действительно правда. И с нашей церкви тоже погибло 4 брата, которые ездили, раздавали помощь гуманитарную по городу. Погибла еще одна семья. Погибла мать 7 детей. Как бы и многие-многие другие. Некоторые пропали без вести с нашей церкви. Но это только касательно тех, кого мы знаем. А тех, кого мы не знаем, это еще десятки, может, тысячи жизней. Кто знакомых, родных, кто потерял все. Я вот так думаю, что как бы можно было, в принципе, и реально прожить это, пережить, что нет жилья, нет там машины и так далее. Это все это, ну вот что, когда родных твоих нет рядом, когда кто-то погибает, это, конечно, с человеческой точки зрения тяжело. Мы понимаем, конечно, где-то, что они сейчас с Господом все, что все верующие, как бы им сейчас намного лучше, чем нам. Но нам как-то тяжело это переживать все. И мы, когда узнали о том, что Витя у Господа уже, то мы потом стали сразу спрашивать, что с семьей Лизиной. Как бы еще оставались родители, еще оставались 2 сестры у нее. Они остались в Мариуполе. И мы не знали вообще ничего, никаких известий, что с ними, живы они вообще или нет, до 1 апреля аж. И 1 апреля только они тоже выехали, связались сразу с нами, сказали, что они живы, что они находятся там, тоже выезжали в сторону подконтрольную там, ДНР, там, России. Там некоторое время оставались в одном селе у знакомых. И связались с нами, сказали, что все хорошо, будут собираться ехать к нам туда, где мы были, у родных. Коли ви останній раз бачили Вітю, твого брата? Наверное, 8, да? 8 марта он приехал в церковь, поздравил нас с 8 марта. И все. Мне мама рассказала, вообще никто, она скрывала, что он умер. Говорит, никому не говорите Лизе, она беременна, ей нельзя. Мы вообще выехали, и потом папа подробно рассказал, когда мы с ними встретились, как Витя погиб. Получается, загорелся соседский дом, они побежали его тушить, папа мой, брат и 2 соседей. И сразу же прилетает снаряд, одному соседу оторвало ноги, он погиб, 2-му руки. Брату моему попал осколок в живот, папа сказал, меньше минуты и погиб. Вот. А папу моему ранило в ногу, ягодицу. Он тоже потерял сознание. И, слава богу, я до войны приготовила медикаменты, купила родителям, жгуты элементарные, и так спасались. Вот. А брата моего похоронили в огороде прям буквально быстро, потому что очень сильный обстрел был.
И в ковер положили и положили в огород. Вот. Ему было 23 года. Вот. Дуже молодий. Чи була у вас думка, можливо, залишитися в Росії? Тому що ви ж приїхали, я думаю, там новини, ну, якби з російської сторони були. Як ваші родичі відносились до цієї війни, в яких ви жили? Ну как? Они не поддерживали все, что происходит. Как бы они нам помогли, когда мы выехали. Да, и там многие, как бы другие верующие, кто был, тоже какую-то помощь вот оказывали. Как бы понятно, что большинство из них, они поддерживают все это, что вот все правильно делают. Так называемую, как они называют, спецоперация. Многие из них поддерживают. Но многие из них даже не представляют, что это такое. Они не были, как сказать, в наших шкурах, чтобы ощутить, ну, что происходило на самом деле. Но есть, это как бы такой стереотип, говорит, что прям все русские прям такие все поддерживают. Нет, не все. Мы сами лично знаем, убедились, что многие против. И многие реально нам очень помогли. Как бы как материально, так и самое необходимое все нам дали на первое время там пожить. Как бы что хорошо, что хоть там были какие-то родственники, которые помогли на первое время. Оставаться мы там не думали, потому что понимали, что это война, и понимали, что может такая вероятность быть, что дойдет и до Тудова тоже. Вот мы сейчас видим какие-то новости, что там взрывается, там что-то взрывается. И мы не думали оставаться, потому что было слишком небезопасно, как бы. И жена у меня беременная, надо было думать немножко за будущее, как дальше, где рожать, как. И мы приняли решение вот так вот выехать. Думали сначала в Европу. Думали там остаться, но потом по такому интересному моменту связался так с одним из моих друзей. И вот он сказал, что можно выехать сюда. Тоже целая такая отдельная история, не знаю, хватит ли у нас сегодня времени всю ее рассказать тоже, как мы чудом тоже сюда попали. Да, ну оставаться мы думали, может там чуть побыть. Ну, жить там, оставаться, продолжать сильно не было желания. Потому что ты понимаешь, ты был, как сказать, в эпицентре, ты сам видел все своими глазами, а когда тебе человек, который наслушался их новостей российских, когда тебе говорит, что нет, вы не правы, что надо так, или когда такие разговоры заходят, что это вот Бог наказывает Украину за грехи, что это многие говорили, что на все воля Божья, что Господь над всем контролирует. Конечно, Господь над всем, Господь все контролирует. Но же просто людям этим намного очень легко говорить, когда они сами это не пережили. На якому місяці вагітності ти була, коли це все відбувалося? На пятом месяце беременности. Мне некоторые даже не верили, что я беременна, потому что я когда пришла к врачу еще в России, она говорит, ты, наверное, не беременна, потому что я была очень худая, ну, очень мало кушала из-за войны, из-за стресса, вот, и живота почти не было видно, вот. Угу. Ти за освітою медик. Чи допомогла твоя медична освіта комусь, можливо, врятувати життя, можливо, комусь допомогти? Ну, один из таких случаев было, что мы когда сидели в подвале в церкви, темно было, я вообще по образованию медсестра и фармацевт, вот, и я училась и параллельно работала в аптеке. Вот. И в подвале, когда я сидела, там одному ребенку было плохо, и мне нужно было высчитать дозу препарата, чтобы уколоть ему. Это все происходило под фонариком. Это все, то есть неверная доза, и просто ребенок погибнет. Вот. И под фонариком я высчитывала дозу. У ребенка была очень высокая температура, и слава богу, он выжил. Вот чудо Божье. Так у нас много, конечно, там девочки были, меня не пускали, потому что там нужны такие серьезные травмы,
И из-за того, что я беременна, многие моменты меня не пускали туда. Там, конечно, много раненых, там военных, просили, чтобы им помогли. И люди приходили раненые к нам в церковь. У вас були ще медпрацівники якісь, так? Ну, были те, которые работали в больницах. Девочка была, которая училась в колледже медицинском, и ее мама. Вот. Тобто у вас в церкві, виходить, був якийсь такий островок, де надавали допомогу так всім, хто приходив, приходили віруючі, невіруючі. Чи були якісь випадки, коли люди каялися під час цієї війни, під час того, як ви знаходилися в церкві? Да, было. Люди неверующие приходили, каялись, бывали. Приходили верующие, которые отошли от Бога и каялись. У которых все сгорело, люди, которые имели немалый достаток, и бизнес, у них это все как бы сгорело, все ушло, и они понимали реально свою зависимость от Бога, что вся жизнь их зависит не то, что вот они имеют там какие-то машины классные, какие-то дома, там, что все стабильно, у него все налажено, все хорошо, что люди реально понимали, что все от Бога. Сегодня сегодня вот Господь тебе дает то, что у тебя есть. Завтра может это все у тебя забрать. И мы вот реально после Мариуполя, после нашей этой всей истории, как мы там были, все видели, как люди лишались огромных домов, видели, как люди, мы если говорим за верующих, так и за неверующих, за всех, что люди лишались большого своего имущества. Вот много чего пропадало, прогорало просто, что и уже этого не вернешь. И вот реально в такие моменты времени, в таких обстоятельствах вот понимаешь, что все реально вот от Господа, что вот сегодня вот у них это есть, завтра этого может всего резко не стать. И ты уже, как сказать, не цепляешься так за это земное, что ты, как сказать, что это уже смысл жизни твой, что ты своей жизни без этого не представляешь. Да, конечно, тоже в крайность надо впадать, говорить, что все это зло, ничего не надо не собирать, ничего нет. Как бы не об этом говорим. Говорим, что не надо сердцем прилепляться просто к этому всему земному. Что просто пользоваться, как Господь дал нам, как сказать, все на какое-то время, в аренду, можно так сказать. И Он видит, как мы этим всем распоряжаемся. И потом определенный отчет мы Богу дадим. Ну, это наше такое мнение, как мы Библию читаем, смотрим, да, что да все нужно людям дать отчет. И вот Он видит, что как ты относился к другим людям и так далее. Потому что вот мы заметили, что люди и проявились из этой войны. Вы видели, что некоторые, когда видели, их смысл был больше там накопить себе чего-то и так далее, при этом нечестным путем, может, каким-то так и все такое. Но мы видели также тех, у которых тоже был достаток, но они и жертвовали при этом другим, они при этом были в хороших отношениях с другими. И вот представьте, если люди всего лишаются, что остается с ними? И остается действительно то, что ты сделал для других. Как сказать, то доброе, та любовь, то понимание, то, что ты сделал ради других. Как бы с тобой пойдут твои, как фраза одного человека понравилась, что с тобой на небо пойдут твои отношения с Богом и твои отношения с людьми. То есть, что ты сделал ради своего ближнего, чтобы ему было хорошо. То есть, и мы поняли, что осознание такое пришло, что реально вот все от Бога. И всего, что у тебя сегодня есть, как сказать, не расстраивайся, как сказать, сильно не грусти, если вот этого в какой-то момент времени не станет. Как бы это очевидно, оно и так скоро не станет, потому что написано, что все дела, вся земля и все дела на ней сгорят. Поэтому нужно жить, служа Богу, помогая другим людям, кто-то нуждается, ближним твоим, делая другим добро. Для этого Господь нас и создал, чтобы делали другим добро. Які Божі дива ви бачили, коли знаходились в Маріуполі, коли виїжджали звідти?
Ну, як саме Бог проявлявся під час війни в вашому житті персонально? Можешь что рассказать? Что выжили. Уже, Ну, наверное, да. это чудо. Наиголовнейшее. И чудо, что у нас родился здоровенький ребенок, потому что при взрывах это все он там очень сильно нервничал, потому что я постоянно была в стрессе, постоянно в переживаниях, и мы переживали, чтобы у него было все хорошо, и он родился, чтобы здоровеньким. Як звати вашого сина? Мы назвали его в честь брата Виктор. Еще интересный такой момент. Мы хотели, чтобы называют не гендер, да, гендер-пати называют, да, когда узнают пол ребенка. И мы, получается, сделали так, чтобы знал только Витя, как раз Лизин брат, кто будет у нас, мальчик или девочка. Мы сами не знали. И вот он, тогда как раз мы хотели вместе все сделать небольшой праздник, но вот до 4 марта, когда вот, повторюсь, историю нашу, когда застали обстрел, как раз и Витя к нам приехал туда, в центр. И как раз тогда сказал нам, не торжественно это все произошло, как у многих сейчас мы видим происходит. Там рассказал, да, что будет у вас мальчик. И мы как-то так сильно не поняли, мальчик хорошо, и нам было сильно не до этого, не чуть-чуть были мысли не об этом. Вот. А, Ну, просто, що дива, ти говориш, які ми бачили, то что не раз лично я видел, как вот Бог сохранил мне жизнь, когда там находились. Когда мы видели, когда прям в церковь прилетел снаряд, прям пробил крышу. Интересный момент, мы жили там на 2 этаже. И получается, когда прилетел снаряд, полетели осколки. И вот как раз осколок прилетел в ту дверь, где как раз наша была дверь, где мы. А мы буквально там за минуту, за 2 до этого там ходили еще сверху. И мы спустились вниз все, и прилетает как раз снаряд, и осколки как раз пробивают дверь. Как бы тоже неизвестно, что бы с нами могло быть, если бы не это. То есть все равно Бог хранил своих. Как-то мы видели, что реально это был как своего рода как такой ковчег, такая, можно сказать, скиния, да, где мы находились, где было, может, небезопасно вокруг, но был все равно мир и покой в сердце. Что если Господь заберет, то заберет. Ну, как-то были готовы к этому. Ви вирішили, коли знаходились в Росії, їхати в Америку одразу, чи ви просто хотіли виїхати в Європу? Як у вас на блокпостах, чи не було якихось проблем? І ваша дорога сюди, як ви вже приїхали сюди, розкажіть, будь ласка. Ну, конечно, очень длинная история, постараемся сокращать. Изначально мы думали, планировали выехать в Европу. Как бы были варианты выехать в Чехию, потом появился вариант выехать в Германию, там остановиться. И мы думали, так планировали. Мы не знали за Америку, мы и даже не думали, даже многие люди вот там мечтают об Америке, хотят сюда попасть, но мы даже временно даже и подумать не могли, что мы здесь окажемся. Как бы мы и не планировали никогда как-то, ну, вот так получилось. И вот чуть позже, мы когда выезжали, уже когда ехали, 2 суток ехали по России, чтобы выехать через границу, как бы на некоторых не блокпостах, а просто постах ГАИ, у них там останавливали нас, видят, что машины на украинских номерах, останавливают, начинают вопросы задавать, как бы анкетки давать там с вопросами, есть ли у вас информация, опять же, об украинской инфраструктуре, военных и так далее. Ну, понятно, что мы писали, никакой информации нет, ничего не знаем, ничего не видели, как бы. И выехали, потом такая ситуация, что мой друг Миша, который приехал сюда, который здесь уже с семьей находился, через Мексику, со мной связался и сказал, что здесь хочет семья одна из церкви нам, как сказать, помочь нас сюда вызвать. И как раз открылась эта спонсорская программа. И мы вот так вот тоже подумали, помолились, тоже не знали даже, что делать. Нам по-любому мы где-то будем или в Европе останавливаться, или где угодно, но не там, потому что нам некуда туда возвращаться. Семью мы этого не знали, никогда не видели, никогда не пересекались с ней вообще.
Да, совершенно как бы Незнакомая незнакомые семья. нам люди согласились нас сюда вызвать, как бы и оказывать нам такую помощь. И, ну, так сказать, ну, если Богу угодно, то можно как бы попробовать. Чудо еще, что я сюда прилетела без загранпаспорта. У меня просто был карточка, ну, у меня паспорт украинский был, и мы до последнего не знали, пропустят меня или нет. Мы, как бы, нам купили билеты, и мы приходим в аэропорт, мужу говорят, вы проходите, а у вас нет загранпаспорта. И чудо Божье, женщина понимает русский, и она говорит, сейчас я позвоню одним людям, и к вам подойдут. К нам подошло 2 мужчины, и это, наверное, с США, какие-то послы, вот. И один звонил, разговаривал, разрешение спрашивал в США, чтобы мы приехали. Второй слушал нашу историю, женщина переводила, что мы с Мариуполя, такая у нас ситуация, что загранпаспорт мне не успели отдать из-за того, что война. Вот. И просто мы час с ними общались, и они говорят, мы вас только из-за того, что вы из Мариуполя, в виде исключения пропускаем без паспорта. То есть мы сюда прилетели, все смотрят, ну, как ты сюда попала, а совершенно без документов, получается, сюда прилетела. Вау. Це Ну, ви то- летіли звідки? З якого? Франкфурт. Франкфурт. Да. Да, там тоже встретились с нашим пастырем, который выезжал из Мариуполя. Тоже там такая была приятная встреча. И с другими верующими нашими друзьями там встретили, пообщались. Как бы они нас проводили в путь дорогу, и прилетели мы сюда. Ну и вот уже здесь с мая месяца мы, по милости Божьей, живем. Таке питання: чи є у вас думки, щоб вертатися в Україну після закінчення війни? Посмотрим, пока думаем, как бы, как Бог покажет. Ну, на 2 года вот этих мы точно здесь, а я же дальше как посмотрим. Ну, желание пока такое есть у нас, думаем, если вот наш родной город Мариуполь вернется в состав Украины, то мы как бы имеем такое желание, не говорим 100%, что вернемся, но может хотели бы, там будет видно. Ку-ку! Да. Привіт! Это наш маленький Виктор, Красивий. ему скоро 6 месяцев. Он наш маленький американец. Угу. Він же родився тут, на он родился території. здесь, в июле. Якого Назвали его числа? в честь нашего дяди. Угу. Вот, скажи, я дядю не видел, но все говорят, он очень похож на него. Вау. Да? Да. Ще такий подарунок тут гарний у вас. Розкажіть, будь ласка, що це таке, звідки, куди? Тут Сіетл зображений, так? І я так розумію, що це ти, Ліза, столик, да? Дуже гарно. Мгм. Ну, это нам подарила семья, та, которая мы приехали сюда, которую нас сюда вызвали. Подарили нам прям в аэропорту. Было бы так приятно увидеть. То на фотографии видно, ну, на рисунке, что Лиза беременная стоит, да. И сейв Мариуполь, это как раз тогда еще Мариуполь не был полностью захвачен. Еще когда оборона была на Азовстале, то тогда вот многие выставляли сейв Мариуполя. И Угу. это как символ такой был, что сохранить Мариуполь. Ну, это как раз было 17-18 мая мы прилетели. Угу. И вот нам нарисовали, подарили такой подарочек интересный. Дуже гарно. Было приятно. Дуже гарно. Дякую вам велике, що ви сьогодні відповідали, розказали свою історію. Я думаю, що багатьом буде дуже цікаво послухати це. Колибається. Вау! Дякую вам дуже. Я так розумію, на цьому ми можемо закінчувати. І вам дякую, що провели з нами час. Клас! Витерпіли. Все, кінець.